Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Днепре. Что мы знаем о нем? Многие знают, что Днепр – это река, и то, что она входит в список крупнейших водных артерий Европы, что несет свои воды в Черное море. А где она начинается, знают немногие. Днепр был неоднократно воспет в творчестве украинских поэтов и писателей, и сегодня это символ и национальная гордость Украины. Так ли это? И почему она является гордостью множества людей, мы и узнаем. Поехали! Днепр – крупная река, четвертая по площади бассейна и длине в Европе, после Волги, Дуная и Урала. Вторая по величине из всех рек, впадающих в Черное море. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 километров. Теперь, после постройки каскада водохранилищ, когда во многих местах выпрямили фарватер, 2201 километр. В пределах России 485 километров, в пределах Белоруссии 595, в пределах Украины 1121 километр. Общая площадь бассейна Днепра составляет 504 тысячи квадратных километров. И согласно этимологии, Днепр буквально глубокая река. Другие ученые склоняются к версии, что Днепр или тот же Днестр – слова кельтского происхождения, от общего корня «дон» – вода, и продолжение, что означает соответственно верхняя река, а Днестр – нижняя река. Кто-то говорит, что Днепр – слово фракийского происхождения, а другие, что река Днепр в древних источниках Донаприс восходит к тюркскому Дынпорис, а тюркского Тын – тихий и Порис – извилистый. Но сколько людей, столько мнений. А на наш взгляд, могучий Днепр может быть от укороченного непреклонный, судя как описывал его Тарас Григорьевич Шевченко. Да и раньше там были пороги, на которых остались сотни кораблей. В древности русло Днепра представляло собой иное направление, чем теперь. Существует предположение, что старое русло располагалось в районе Крымского Донузлава. Геродот сообщает, что Борисфен распадался на два рукава. Да, первые упоминания о реке встречаются у греков в V веке до нашей эры. Именно Геродот называл Днепр Борисфеном, рекой с севера. У римских историков река получила имя Донаприс, славянское название в период Киевской Руси – Славутич. Днепр был частью важного торгового пути, соединяющего Прибалтику с Причерноморьем. Путь из Варяг в Греки. На Нижнем Днепре существовала природная преграда в виде порогов, которая была преодолена только в новейшей истории со строительством плотины Днепровской ГЭС. На землях вокруг среднего течения Днепра в IX веке сформировалось ядро древнерусского государства. Здесь располагалась столица Руси, ныне столица Украины, город Киев. В XVI веке в излучине Нижнего Днепра сформировалась база украинского казачества – Запорожская сечь, служившая буфером между степными кочевниками и земледельческими славянскими районами северо-западнее. В дальнейшем Среднее Приднепровье стало крупнейшим промышленным регионом Юга Российской империи, а позже СССР и Украины. И на данный момент от истока до устья Днепр протекает по территории трех государств – России, Беларуси и Украины. Днепр – равнинная река с медленным и спокойным течением, имеет извилистое русло, образует рукава, перекаты, острова, протоки и отмели и делится условно на три части. Верхнее течение от истока до Киева, а это 1320 километров, среднее от Киева до Запорожья 555 километров и нижнее от Запорожья до Устья, а это 326 километров. Направление течения несколько раз меняется. От истоков до Орши Днепр течет на юго-запад, далее в Киев прямо на юг и от Киева до города Днепр на юго-восток. В Запорожье идет второй, более короткий, длиной 90 километров, направленный на юг отрезок реки. Далее к своему лиману она течет в юго-западном направлении. Таким образом, Днепр образует на территории Украины подобие Большого Лука, обращенного на восток, что вдвое увеличивает путь по Днепру к Черному морю. Расстояние от Киева до устья Днепра по прямой линии 450 километров, а по реке 950. Ширина долины реки до 18 километров, ширина поймы до 12, площадь дельты 350 километров. А кто не знал или забыл, долина реки – это углубление в земной поверхности, образованное вековой деятельностью текучих вод, имеющее общий наклон от истока к устью. Пойма – часть речной долины, находящаяся
находящаяся выше русла и затопляемая в половодье или во время паводков, ну и дельта, как правило, район устья реки, где река впадает в озеро, море или океан, разветвляясь на множество рукавов и протоков. А мы поподробнее разберемся в том, где рождается эта великая река и куда она впадает. Но обо всем по порядку. Исток Днепра находится в небольшом болоте Аксенинский мох на южном склоне Валдайской возвышенности в Смоленской области России. Исток реки – понятие довольно-таки условное. В многоводный год открытую воду можно будет увидеть выше по Тальвигу, а в засушливые намного ниже. Зависит от насыщения водоносных горизонтов. Кроме того, насыщение водоносных горизонтов, а следовательно полноводность рек, колеблется в течение года. Различают два максимума – весеннее половодье и осенний паводок, и два минимума – зимнее и летнее межение. Кстати, со склоном Валдайской возвышенности вытекает также Волга, Западная Двина, Ловоть, небольшая река Сясь и Малога. В верхней части, в Дорогобуже, Днепр еще маловодный и течет среди лесистой равнины. Его ширина не превышает 30 метров. Ниже, от Дорогобужа к Корше, он течет уже в западном направлении, расширяется до 40, а в половодье и до 120 метров и становится плавным. А при высоком водостане даже судоходным, хотя это скорее в прошлом, но об этом позже. Далее Днепр проходит через город Смоленск и делит город на две части. На одной половине Ленинские и промышленные районы, на второй Заднепровские, один из древнейших городов России. Первое упоминание в летописи относится к 863 году. Носит почетное звание город-герой. Выше Орши Днепр пересекает Дивонские известняки, образуя небольшие Кобеляцкие пороги. А за Оршей Днепр направляется в Могилев. Могилев расположен на живописных берегах Днепра, и это уже в 645 километрах от его истока. Днепр делит город, как Смоленск, на две части. Правый берег коренной, он возвышается на 30-40 метров над меженным уровнем реки. Отсюда открывается вид на заднепровскую часть города, которая ранее заливалась при паводке на несколько недель водой, а сейчас практически полностью застроенную. Город возник на высоком холме у излучины Днепра, при впадении в него речки Дубровинки. В этом месте был заложен замок, вокруг которого в течение последующих веков и сформировался город. Немного не доходя до Гомеля, у этого города своя красивая речка Сош. Днепр протекает через Речицу. Речица – идеальный пример небольшого, но уютного районного центра Беларуси. Город впервые упоминается в 1213 году в новгородской летописи, что дает Речице право называться одним из древнейших городов Беларуси. От Орши до Киева река течет прямо на юг, и у Рогачева выходит на Полесскую низменность, а от деревни Нижние Жары, соединяясь с Припятью, впадая в Киевское водохранилище, течет уже по территории Украины. Киевское водохранилище не маленькое, оно расположено по Днепру от Вышгорода до села Днепрова, по Припяти от Устья до города Чернобыля и по Тетереву от Устья до села Богданы. Это правые притоки Днепра. Площадь водохранилища превышает 902 квадратных километра, протяженность около 110, наибольшая ширина 12 километров. От города Вышгород Днепр протекает через Киев, столицу Украины. Город на холмах, носящий звание героя. Он раскинулся по две стороны главной водной магистрали страны реки Днепр. Это крупнейший научный, промышленный, культурный и религиозный центр государства. Он входит в десятку самых больших городов Европы, а его история насчитывает более 2500 лет. От Киева Днепр поворачивает на юго-восток в сторону Днепропетровской возвышенности, и Днепр уже не такой маленький, как в Беларуси. В этом месте долина Днепра уже достигает 10 километров. От города Украинка он расширяется и впадает в очередное Каневское водохранилище. Каневское водохранилище покрывает площадь 675 квадратных километров и содержит около 2,5 кубических километров воды. Его длина составляет 123 километра при максимальной ширине 8. Наибольшая глубина составляет 21 метр, попутно протекая мимо знаменитой Тарасовой горы, она же Чернечья гора, на которой похоронен Тарас Шевченко. Немного сужаясь, величественная река выходит от города Черкассы в Кременчугское водохранилище.
Город Черкассы – один из красивейших городов Украины, расположен на крутом берегу Днепра. А Кременчугское водохранилище занимает площадь 2252 квадратных километра и содержит около 13 кубических километров воды. Его длина 149 километров, при максимальной ширине 28. Наибольшая глубина водохранилища 28 метров, средняя глубина 6. Это самое большое по площади водохранилище в Украине, и иногда оно бывает довольно неспокойным. 24 сентября 2014 года бушующий шторм превратил Кременчугское водохранилище в уникальное и в то же время страшное зрелище. Был зафиксирован рекорд высоты волны во внутренних водах. Их высота достигала до 7 метров. «Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма», писал Тарас Григорьевич Шевченко. Но он не застал Кременчугское водохранилище, созданное в 1961 году. Левый берег низкий, песчаный, часто покрытый сосновым лесом, возвышается на восток с широкими террасами. Долина реки широкая, 6-10 километров, у Переяслава и Черкас даже 15. Ниже Черкас до построения Кременчугского водохранилища Днепр делился на рукава и образовывал острова. Кременчуг считался и считается одним из известных и значимых городов в Украине. Хоть город и промышленный, он является одним из озелененных городов в стране. Кременчуг был один из источников поставки кремния в другие города, а со временем тут была построена Кремниевая крепость. Поэтому само название произошло от вариантов Керменчик – маленькая крепость, и Кременчик – кремень, поскольку в городе было очень много данного камня. И сразу за Кременчугом находятся горишние плавни. Русло в районе города сильно изрезано, что способствовало возникновению множества лиманов и небольших островков. От Кременчуга до Каменского, бывший Днепродзержинск, протянулось Каменское водохранилище. Каменское водохранилище занимает площадь размером в 567 квадратных километров и содержит около 2,5 кубических километров воды. Его длина составляет 114 километров, при наибольшей ширине 8. Важную роль в образовании населенного пункта сыграло казачество. По преданию, села Романково и Каменское, на месте которых расположен ныне город, основаны запорожскими казаками. Первое письменное упоминание о селе Каменском датировано 1750 годом, а за городом Каменское – славный город Днепр. Чисто географически от Киева в город Днепр – это бывший Днепропетровск, до этого Новороссийск, а ранее Екатеринослав. Река проходит на пограничье Приднепровской возвышенности и Приднепровской низменности. Долина реки здесь отчетливо асимметричная. Правые склоны крутые и высокие, левые низкие и пологие. Правый берег возвышается на 100-150 метров. Он изрезан глубокими долинами и оврагами и образует живописнейший пейзаж. Крупный промышленный, культурный, научный и инновационный центр. 4-й по численности населения город Украины после Киева, Харькова и Одессы. Между Днепром и Запорожьем река пересекает украинский щит. В прошлом именно здесь были пороги, теперь они залиты водами Днепровского водохранилища. Река Днепр с древних времен была частью важного торгового пути, соединяющего север с югом. Знаменитый путь из Варяг в Греки проходил именно здесь, но в низовьях реки находились многочисленные пороги, которые крайне затрудняли судоходство. Они простирались на 100 километров и являлись частью гранитной гряды. Гряда эта тем замечательна, что являлась границей лесов. К югу с другой стороны стены степь и лишь незначительные искусственные насаждения. И даже гранит, кроме этого отрога, более нигде не встречался. Гранитная полоса простиралась от Карпат по границе Подольской губернии. На реке Буг образовывала Мигейские и Богдановские пороги. Далее эта каменная полоса проходила через все маленькие речушки, которых насчитывалось несколько десятков. Наконец, на Днепре величественный кряж образовывал известные пороги, носившие название Геркулесовы столбы. Ниже Запорожья Днепр входит в степную сухую равнину при Черноморской низменности и медленно течет на юго-запад к морю. Ниже сужения русла у северного района Запорожья Кичкаса река делится на два ответвления, что обтекает большой скалистый гранитный остров Хортица, бывший двор Запорожской сечи. Хортица – крупнейший остров на Днепре, расположен в черте города Запорожье. Ниже
ниже Днепровских порогов, теперь у Днепрогэс, и является национальным историко-культурным заповедником. Остров вытянут с северо-запада на юго-восток. Длина 12,5 километров, ширина в среднем 2,5 километра. Ширина долины Днепра в этом месте 4 километра. Далее она расширяется до 20 километров. Ранее река ниже Хортицы текла многими руслами болотистой равнины, которую весной во время летних наводнений заливала вода. Это так называемые плавни, покрытые лиственным лесом, камышом, рогозой, заливными лугами, озерами, болотами. Крупнейшие плавни простирались между Днепром и его левым притоком Конкой, так называемый Великий Луг. Ширина до 20 километров, длина до 60. Отделенной узкой полосой плавней вблизи города Никополя от второго широкого комплекса Базовлудских плавней. Но долина реки изменилась после сооружения второй крупной плотины на Днепре и большого Каховского водохранилища. Сейчас почти вся территория Великого Луга, за исключением нескольких сотен гектаров в юго-восточной части острова Хортица и на левом берегу, залита водами Каховского водохранилища. Еще ее называют Каховским морем. Полный объем водохранилища 18 кубических километров, полезный 7, глубина 8,5 метров. Ниже правого притока река Базовлуг. Долина Днепра снова сужается, ширина поймы здесь 3,7 километров, а в привпадении в лиман до 10. Ниже Каховки начинается устьевая часть Днепра, и перед самым устьем расположился уютный город Корабелов Херсон. Херсон был назван в честь Херсонеса, древнего города в Крыму. От Херсона река делится на рукава и образует большую дельту, около 350 квадратных километров, с множеством островцов и озер. Около 2/3 дельты занимают плавни, 1/3 вода. И за Херсоном Днепр несет свои воды в Днепровско-Букский лиман. Водный режим Днепра определяется хорошо выраженным весенним половодьем. Низкой летней меженью – это когда у водоема или реки низкий уровень воды с периодическими летними паводками, регулярным осенним повышением уровня воды и зимней меженью. В верхней части бассейна Днепра расположена в районе чрезмерного и достаточного увлажнения – лесная зона. Средняя – в районе неустойчивого, это зона лесостепи, а нижняя в районе недостаточного увлажнения. Питание Днепра смешанное. В верхней части бассейна преобладает снеговое питание, около 50%. На дождевое и подземное приходится соответственно 20 и 30. Ниже, в пределах степной зоны, доля снегового питания возрастает до 90%. Подземного уменьшается до 10%, а дождевого почти нет. Около 80% годового стока Днепра формируется в верхней части бассейна, где выпадает много осадков, а испарение маленькое. А мы поговорим о притоках, питающих Днепр. Их расположение по течению реки весьма неравномерно. Больше всего притоков сосредоточено в части до вхождения Днепра в Киев. В бассейне Днепра протекает около 15 тысяч малых рек. Как мы уже знаем, в верхней части у города Дорогобуж Днепр – это еще небольшая речка. На территории Украины она становится уже значительно полноводнее, ибо к этому моменту принимает свое наиболее крупные притоки. На белорусской территории правостороннюю многоводную Березину и левосторонний Сож. На территории Украины Припять и Десну и небольшие притоки Тетерева и Ирпеня. После впадения этих рек ширина Днепра доходит до 700 метров, глубина до 8. Расход воды, это количество притока в реку за 1 секунду, возрастает с 45 кубических метров у Орши до 108 у Рогачева и 1380 кубометров возле Киева. Притоки, которые принимает Днепр в своем среднем течении, менее значительные, чем в верхнем, и существенно беднее водой. Правые притоки Стугна, Рось и Тясмин, короткие, текут преимущественно узкими руслами, вырезанными в гранитное подложье. Левые, вытекающие в основном на среднерусской возвышенности, пересекают всю приднепровскую низменность, длинные, широкие, с низкими берегами и террасами. Это Трубеж, Супой, Сула, Судаем, Псел, Ворскла и Самара.
Все они увеличивают количество воды в Днепре. Зимой Днепр замерзает, обычно после 20-дневного периода, в течение которого удерживается температура ниже 0. Замерзание начинается с севера, а вскрытие ледового покрова с юга. Благодаря этому заторы льда и вызванные им наводнения на Днепре случаются редко, но случаются. Крупнейшее наводнение в истории Киева, например, произошло в мае 1931 года. Тогда затопило весь Подол и село на Трухановом острове. Навигация на Днепре зависит от продолжительности весеннего ледохода и начала осеннего. По данным наблюдательных пунктов, обустроенных на реке в конце 19 века, продолжительность весеннего вскрытия льда на Днепре тогда составляла в среднем от 5 до 12 дней. Причем самый длинный ледоход был в верхней части реки, между Драгобужем и Могилевым, и в средней части между Киевом и Порогами включительно. А что у нас с флорой и фауной Великой реки? В Днепре и его водохранилищах растут сине-зеленые, диатомовые, зеленые, динофитовые, эвгленовые, желтые, золотистые, криптофитовые водоросли. Особенно разнообразные зеленые. Количество видов водорослей и интенсивность их развития на разных участках Днепра в значительной мере меняются в зависимости от экологических особенностей части водоемов, времен года, глубины и времени суток. Почти половина видов, растущих в Днепре, это камыш и рогоз узколистный, воздушно-водные растения, тростник, камыш озерный и частично рогоз узколистный, рдест гребенчатый, рдест курчавый, уруть колосистая, роголистник погруженный, валиснерия спиральная, наяда морская. Среди растительности с плавающими листьями наибольшие площади занимает кувшинка белая, кубышка желтая и плаун щитовидный. Каждый водоем Днепра – это маленький мир, в котором живут микроскопические рачки, жуки, моллюски, черви и рыбы. В Украине существует более 70 видов различных рыб. Многие из них обитают именно в Днепре. Самые распространенные – карповые, а раньше были проходные и полупроходные рыбы – селедка, осетровый, тарань и другие, которые ранее заходили высоко по течению, но после сооружения водохранилищ задерживаются на плотине, а то и вообще не выходят из нижнего течения. Их место заняли озерные формы – лещ, сазан, щука, сом, карп, плотва и окуневые. О животном мире возле Днепра можно добавить, что там обитает много зверей, ведущих водный или околоводный образ жизни. Выхухоль, представитель отряда насекомоядных, это одно из древнейших животных евразийской фауны. Речная выдра, хищный зверек, обитающий в речных заводях. Они ведут ночной образ жизни, поскольку очень хорошо видят в темноте. Норка – это хищный зверек средней величины. Ее тело покрыто коротеньким темно-бурым мехом. Наблюдаются у реки и речной бобр нутрия, растительноядное животное, живущее в норах. Андатра или североамериканский грызун, завезенный в Украину в конце 40-х прошлого века. Это животное прекрасно приспособилось к условию реки. И, конечно же, бобр, строящий свои хатки. Среди птиц тоже есть представители, живущие вблизи реки Днепр и ее водоемов. Жилища они также устраивают на воде. Очень распространены серая цапля и кваква, гнездящиеся на деревьях. Эти птицы отличаются от других цапель укороченной шеей. Здесь же гнездятся малые и большие цапли. Утки, гуси, лебеди, которые прекрасно плавают и ныряют. Гнездятся они в различных местах поблизости реки. Поздней осенью эти птицы улетают в районе Черного и Средиземного морей. Скопы гнездятся вблизи воды на высоких деревьях. Они питаются крупной рыбой. Зимородок – это необычная яркая маленькая околоводная птичка. Своей пестрой окраской она выделяется среди других птиц. Ну и куда же без ворон? На первый взгляд сухопутная птица. Однако это не так. Ворона часто собирает на берегу водоемов Днепра моллюсков и мертвых рыбок. И разбойничать ей здесь никто не запрещает. И другими словами можно лишь сказать, что эта великая река по имени Днепр стала как родной дом для многих околоводных птиц. В то же время Днепр играет особую роль не только в истории Украины, России и Беларуси. Его воды традиционно соединяли северные земли с югом, а берега востока с западом. Он и сегодня остается на перекрестке дорог и событий и несет на себе все бремя человеческих ошибок. Днепр отравлен, а рыба по сути опасна, поскольку напичкана радиоактивным стронцием и цезием. Она содержит почти всю таблицу Менделеева, особенно тяжелые металлы. Радиоактивное загрязнение
загрязнения вод Днепра вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году сыграла свою роль. Став универсальным растворителем промышленных и бытовых стоков, вода потеряла способность к самоочищению. Сотни имеющихся в воде загрязнителей не имеют ни вкуса, ни запаха, не выпадают в осадок и представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. А отдельные из них обладают еще и кумулятивными свойствами и продолжают оказывать пагубное действие даже после прекращения поступления их в организм. Водный режим реки существенно изменился после строительства каскада водохранилищ. Днепр превратился в ряд длинных искусственных озер, отделенных плотинами и искусственными водопадами от природных отрезков реки. По обе стороны прорыты каналы с многочисленными шлюзами. Понятно, что они нужны для электричества, и водохранилища выравнивают уровень воды в Днепре, а ниже плотин ледовый покров держится меньше. Но их строительство нарушило экологическое равновесие, коренным образом изменило условия водообмена. По сравнению с природными условиями он замедлился на некоторых участках в 30 раз, и возникло заболачивание Днепра. Также в результате затопления водохранилищами поймы Днепра исчезли уникальные речные ландшафты и экосистемы, в частности Зеленый Луг. Днепр, претерпевший значительные изменения, более не является саморегулирующейся речной экосистемой. Возведенные на Днепре гидроэлектростанции, расположенные в бассейне атомной электростанции и предприятия тяжелой индустрии нанесли бассейну экологический и социально-экономический ущерб общерегионального масштаба. Учитывая наследие прошлого, когда предпринимались попытки всего в течение нескольких десятилетий превратить традиционно аграрный регион в промышленный, бассейн Днепра можно рассматривать как классический пример нерационального развития региона, а чрезвычайно острые социальные и экономические трудности, с которыми сталкиваются три прибрежные страны, усложняют ситуацию. Ведь людям не до того, у них задачи поважнее – уничтожить самих себя. Днепр видел, как человечество пережило самую страшную в истории войну, и чтобы загладить это, ушли десятилетия, но выводы новые поколения не сделали, и мир наступает на грабли снова и снова. Но хотелось бы верить, что настанет время созидания, человеколюбия и милосердия, и люди начнут относиться к себе и к природе с иным подходом и всецело научатся видеть красоту, которая их окружает, как в свое время увидел ее классик. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина. И чудится, будто весь вылет он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.